Всем привет из Одессы! Просто еду и любуюсь красотой нашего города. Все желтеет, голубое небо, прекрасная погода. Просто вау! Одесса замечательная. Сегодня я решила вместе с вами приехать в один из самых опасных, самых страшных районов Одессы. Но тем не менее, этот район города известен на весь мир. И многие по нему даже скучают. Это, конечно же, Одесская Молдаванка. Сразу вот чувствуется, что мы в этом районе. Вот стоит полуразобранный автомобиль. Это, конечно же, шутка, но, знаете, вписывается в местный колорит. Молдаванка – это не просто район Одессы, а целый культурный феномен. И у многих она ассоциируется с криминалом, с одесским колоритом, воровской романтикой, бендюжниками и одесскими анекдотами. Несмотря на созвучие, название района происходит не от страны Молдова, а от названия улицы Молдаванской, где когда-то селились молдаване еще в 18 веке. И позже, соответственно, вся местность стала так называться. Кошка, которой очень понравился Мерседес. Настоящая женщина. Я неспроста сюда сегодня приехала. Я хочу посетить с вами один из самых известных дворов Одессы. Это двор, в котором жил Мишка Япончик. Наверное, большинство наших зрителей, которые любят Одессу, знают, кем он был. Но кто не знает, я для вас сейчас все расскажу. Итак, пока мы заходим во двор, я вам расскажу, кто же такой Мишка Япончик. Настоящее имя Мойша Яков Виницкий. Это легендарная фигура из Одессы начала 20 века. Реальный человек, которого до сих пор вспоминают как харизматичного бандита, романтика, народного героя, и еще его назвали одесским Робин Гудом. Почему Робин Гудом? Потому что он якобы грабил по понятиям, не трогал бедных, уважал своих, помогал еврейским семьям, защищал лавочников от беспредела. Почему помогал еврейским семьям? Потому что сам он родился, соответственно, в еврейской семье. Вот, посмотрите, кто здесь сидит. Ну, коты. В Одессе у каждого автомобиля есть свой кот. Здесь игрушка. Посмотрите, как он потягивается. Кот с Молдаванки. Смотрите, какой он наглый. Да, кот? А вон второй сидит. Думает, что эта женщина от нас хочет. Вот посещают такие дворы, которые пропитаны историей, пропитаны какими-то легендами. Все время ощущение, что ты погружаешься именно в ту старую Одессу, в ту Одессу, которая жила 100 лет назад. Здесь настоящая такая планировка старых одесских дворов. Здесь любят животных и кормят их, это тоже немаловажно. Вот. Ой, здесь живут или собаки, или коты, не знаю, подходить не буду, а то кто-то выбежит. И смотрите, домики абсолютно разные, но все они соединены в один большой двор. И раньше в Одессе в таких дворах накрывали столы, собирались все, кто проживал в этом дворе, все соседи, праздновали какие-то праздники. Вот сейчас, конечно, все изменилось. Вот высадили виноград. Обожаю, как в Одессе высаживают виноград, он здесь порастает. Ой, смотрите, какая прелесть, какая красота. Класс. Можно собирать урожай. И кто-то сделал себе вот такой мини-дворик. С вами идем вглубь двора. Здесь прям какой-то второй дворик. Боже, посмотрите, как уютно. И сразу, вот не знаю, это стирка. Я сразу чувствую, что я дома в Одессе. Вы смотрите. Класс. Что я нашла? Здесь голубятня. Класс. Здесь живут голуби. Смотрите, какие красавчики. Класс. Необычный двор. Первый раз в Одессе. Вот сколько мы с вами ходим, первый раз увидела голубятню. И виноград. Боже, какая прелесть. Честно, хотелось бы сорвать пару штучек попробовать, но я в чужом дворе. И, конечно, без разрешения этого делать не буду. Смотрю, думаю, это какие-то статуэтки издалека. А это дома сидят два белых красивых котика. А вон какой-то жених к ним пришел, наверное. Наверное, люди ждут, пока виноград дозреет. Потому что не понимаю, почему его никто не собирает. Виноград сейчас, начиная от 60 гривен, достаточно дорого. А здесь бесплатно, и никто не хочет срывать.
старые почтовые ящики. Но сенсорная подсветка. Я начала идти, включился свет. И почтовыми ящиками еще до сих пор этими люди пользуются. Еще до сих пор у нас все пользуются такими досками для объявлений. Вот запрошивают на постоянную работу, сдают комнату на Молдаванке. Так, кто хочет жить на Молдаванке, здесь дают комнату. 5000 гривен плюс коммунальная. Но это недорого, нужно, конечно, увидеть условия. Так, здесь квартиры, что там вам еще показать? Ремонт компьютера. Ага, продают трехкомнатную квартиру в центре на Калантайской. Гараж, летняя кухня, 4 сотки. Цена 80 000 долларов. Это Волга. И когда-то на такой Волге ездить было очень и очень престижно. У кого такая была, тот очень классный чел. В Молдаванку есть экскурсия прям в Одессе. Называется «Криминальная Одесса». Если захотите, можете посетить. И, наверное, жильцы не хотят всех пускать и сделали вот такую дырку в воротах, чтобы кому нужно мог посмотреть, что там происходит во дворе и что там есть интересное. Раз мы уже приехали в этот район Одессы, то хочется рассказать что-то о нем интересное. Вы знаете, когда-то Молдаванка фактически жила по своим законам. Сюда даже власти редко совались без острой нужды. В 1910-х годах здесь действовали десятки воровских банд, которые между собой конкурировали, но держали внутренний порядок. А в 90-е Молдаванка прославилась как один из центров криминального мира всего СНГ. Термин «молдаванская мафия» использовался не только по географии, но и как обобщение определенного типа одесского криминального стиля. Это хитрость, обаяние, контроль торговли. Вы знаете, многие до сих пор, приезжая в Одессу, говорят, что здесь часто могут обмануть, часто могут что-то своровать. Ну и вы знаете, недавно пришла информация, что сейчас Одесса является одним из самых криминальных городов Украины. Видите, годы идут, а это все-таки даже остается. Холодно в Одессе, посмотрите на голубей. Они как бусы сидят просто на проводах. Класс, вообще дворы ни на что не похожи. Самое главное, везде все стараются, везде чистенько и уютно. Есть более новые дома, есть более старые, те, которые вообще разрушаются. Ну, согласитесь, прогуляться интересно. Вот у людей еще, знаете, когда-то были такие старые антенны. Вот они еще до сих пор здесь есть. Мы когда жили в Польше даже нету таких автомобилей. А у нас еще до сих пор есть, и люди на них передвигаются. Здесь даже автомобиль с тюнингом. Вот так вот. У нас очень много зрителей, которые давно уехали из Одессы. И я так поняла, что много зрителей, которые когда-то проживали в этом районе города. Поэтому можете полюбоваться любимыми домами и любимыми улицами. Увидела киоск, он сейчас закрыт, но уверена, он работает, потому что по городу таких много. И интересно, сейчас кто-то еще читает журналы, газеты в таком бумажном виде. Смотрите, календари на 2026 год. Вот такие, когда-то у бабушки такие были, она вот такие использовала. Так, кроссворды. Ну, кроссворды сейчас можно разгадывать каждому, потому что они очень развивают память. Поэтому периодически можно что-то поразгадывать. Я сейчас вот в Альфаторе увидела много набросанных вещей. Вот как мы всегда делаем, и я как рекомендую делать. Ну здесь, в принципе, собрали в сумки, в мешки. Собирайте аккуратненько, все в пакеты, в сумки, в мешки. Все, что у вас есть, и складывайте либо возле Альфатора, либо как-то аккуратненько в него, чтобы люди, которые сейчас нуждаются, которым нужна какая-то помощь или одежда, которая вам уже не нужна, могли в чистом виде, в аккуратном ее забрать. Зайдем с вами в еще один одесский дворик. Знаете, мне всегда очень нравится вход в одесские дворы, как будто ты заходишь в какие-то дворцы. На Молдаванке котов, конечно, вы даже не представляете сколько. Посмотрите, раз. Эй, кот, привет. И все они такие разные, такие классные. Этот грустный, у него осенняя депрессия. Вот рыжий сидит рядом.
Ну, чисто, посмотрите, чисто кот с молдаванки. Вот посмотрите на его взгляд. И вот еще один кот, где он там. Этот увидел, наверное, какую-то птицу и уже приготовился нападать. В Одессе ветрено, очень много листьев, люди убирают, но это ненадолго помогает. Посмотрите, вот на Молдаванке любят котов. Смотрите, везде угощения для котиков, корм, домики. Раньше не были так популярные домики для котиков, а сейчас они, в принципе, везде. Вот посмотрите, видно, что кошку никто не обижает. Все красиво это выглядит, когда оно цветет. Я так понимаю, это плющ. И посмотрите, как он врезался в дом. Просто он именно разрушает фасад. Не знаю, почему его заранее не срезали, но нельзя его называют вредителем. То есть, смотрите, просто вот... это здесь не врезалось, здесь была такая щелка. Но тем не менее, посмотрите, как он держится за эту шкурку, как я называю. Обалдеть. Вот балкончик точно требует ремонта. Хотя очень красиво, представляете, как это все выглядело раньше, когда у него был еще такой новый вид. Вот, в принципе, то ли отреставрированный, то ли новый. Вот тоже есть балкончик. Видите, какие здесь есть интересные балконы? Не везде, где мы с вами гуляем, такое можно увидеть. Такой немножко мрачный дом. Но стирка везде. Если хотите сфоткать, сделать колоритное фото с Одессы с бельем, свежим, постиранным, то вам сюда. Всі знають цих хлопців наших українських. І я навіть знаю, які тут можна купити напої. Ті, що гріють душу. Зашла ще один відкритий дворик. Это интересно просто было заглянуть. В таких местах мы точно с вами не гуляли. Это не центр. Блин, эти коты. Посмотрите на кота. Чисто кот с Молдаванки. Ну, вот как? Как? Посмотрите на его выражение морды. Ну что, наши дорогие зрители, вот так живет сегодня Молдаванка. Я прошлась по нескольким улицам. Дальше не пошла, потому что сорвался такой сильный ветер, что просто невозможно ходить. Я желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя и своих близких в такое сложное, в такое непростое и в такое, можно сказать, страшное время. Но все равно нужно как-то жить дальше и оставаться на позитиве. До встречи в следующем видео. Пока!